Всем привет! Конвенция Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», совсем недавно прошедшая в Москве, наглядно продемонстрировала, что у российского авторынка есть серьезные проблемы. Однако часть статистических материалов, представленных по ее итогам, вызвали определенный скепсис. Похоже, по факту дела обстоят еще хуже. В конце концов, у каждого сегмента автомобильного рынка есть свои шкурные интересы. Дилерам важно продать не важно что и не важно чье. Главное, чтобы и объемы были солидные, и прибыль весомая. Поэтому, естественно, значительная часть конференции была посвящена сотрудничеству с производителями автомобилей из Поднебесной. Но нам-то, рядовым потребителям, все это как-то до лампочки. Китайцы обеспечивают торговцам доход, или кто-то другой, российским водителям от этого ни тепло, ни холодно. Их волнует разве что потребительское качество выставленных на продажу транспортных средств. Посему значительная часть озвученной на конференции информации широкой общественности мало интересна и предназначена для детального обсасывания специалистами в очень узком кругу. А что говорят дилеры? Скажем так, узнав о емкости российского рынка в триллионах рублей, подавляющее большинство соотечественников точно не лишится сна. Оно, это большинство, в принципе не способно представить себе реальное воплощение подобной астрономической виртуальной суммы. Точно так же вряд ли нас взволнует, что в нынешнем году по сравнению с 2013-м количество дилерских центров, дай бог им здоровья и жениха хорошего, сократилось минимально с 4000 до 3000 штук. Согласно данным Росстата, на которые предпочли сослаться российские дилеры, средняя зарплата в России в 2019 году составляла 51 тысячу рублей. К 2023-му она чудесным образом выросла аж до 70 тысяч, то есть на 36%. Очень хочется предложить экспертам Федеральной службы государственной статистики съездить куда-нибудь в Винту или в Кинешму и там поискать счастливых обладателей подобных доходов. Параллельно в докладах сообщают, что средняя цена на новые автомобили в России за тот же самый период подскочила с 1,5 миллиона до 2 миллионов 700 тысяч рублей на 70%. И это, заметьте, уже совсем не те машины, которые продавались в нашей стране 4 года назад. Населявшие наш рынок европейцы, японцы и корейцы ушли, на их место явились китайцы. И при всем при этом падение покупательской способности оказалось весьма впечатляющим. Если в 2019 году для приобретения среднеценового автомобиля требовалась 31 средняя зарплата, то в этом году уже 38 зарплат. Но если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марки и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Теперь примем во внимание, что само понятие «средняя зарплата» существует только в качестве инструмента функционеров Росстата, призванного максимально затуманить суть вопроса. Если же взять более приближенную к действительности медианную зарплату, по данным того же Росстата, то картина получится еще более неприглядной. По нынешним временам она составляет 40 тысяч рублей. То есть для приобретения автомобиля в среднем потребуется никак не меньше 66 зарплат. Иными словами, чтобы купить средней паршивости китайский автомобиль, надо не есть, не пить, не позволять себе никаких других трат в течение 5,5 лет. Очень грустно, особенно пенсионерам. А как считаете вы, кто во всем этом виноват? Пишите в комментариях.